В апреле 2013 года выходит второй студийный альбом Кара Эмеральд под названием The Shocking Miss Emerald. Вот этот альбом я уже купил для своей коллекции. Альбом выпускался лейблом Grand Mono в виниловом формате, и мой экземпляр этого альбома выпущен в ЕС. Я этот альбом покупал дважды. Первый раз я его купил, как только он вышел. Я его купил, поставил на полку в запечатанном виде, он там простоял около 10 лет. И я уже подумал, что я его слушать никогда не буду, и я его продал. Потом совершенно случайно мне этот альбом попадается в интернете, я его слушаю в интернете и понимаю, что я совершил ошибку. И как только мне представилась такая возможность, я снова купил этот альбом, и вот сейчас держу его в руках. Мой экземпляр пока еще запечатан, но сегодня как раз хороший предлог для того, чтобы его открыть и начать слушать уже в моем любимом виниловом формате. Диск стал номером 1 в Великобритании. В первый раз в карьере певицы после 4-го места ее дебютного альбома в 2010 году. Также этот альбом занял первое место в чартах Шотландии и Голландии. Творческая команда Кара Эмеральд не спешила заканчивать работу над вторым альбомом. Мы проделали так много подготовительной работы над первым альбомом и хотели продолжать развиваться, вспоминал Дэвид. Мы не переживали, что не сможем повторить успех дебютного альбома. Мы говорили себе, давайте просто продолжим. Мы станем лучше, и на этот раз мы сможем работать с большим оркестром, вместо того, чтобы накладывать один инструмент 20 раз. Успех дебютного альбома дал нам возможность купить компрессоры, микрофоны и получить большую студию, так что это позволило нам расти. Все в команде авторов, Ян, я, Кара Эмеральд и автор текстов Винсент де Джорджио, увидели в этом платформу для развития себя и своей музыки, и создания вещей, которые нам действительно нравятся, независимо от того, что думают другие. Самое приятное в этой команде было то, что мы дали друг другу пространство. Не было никакого давления, никакого эго, никаких планов, мы просто создавали музыку. Одним из первых дел, которые Дэвид предпринял в ходе подготовки к созданию альбома The Shocking Miss Emerald, был перенос студии в производственную комнату Electric Monkey Studios в Амстердаме. Electric Monkey представлял особый интерес из-за своего стола Kodak G320 и коллекции винтажных микрофонов и аналоговых процессоров, которые были прекрасными инструментами для создания ретро-звука Кара Эмеральд. Electric Monkey построил один сумасшедший парень из Амстердама, объяснил Дэвид. Там есть одна большая комната для живых выступлений и 5 производственных комнат. Мне нужно было место для работы над аранжировками, поэтому мы арендовали комнату и взяли вторую для Яна, когда она освободилась. И нам действительно было легко заходить в большую комнату для живых выступлений, когда она нам была нужна. Одна из вещей, которую мы хотели добиться с этим альбомом, это более теплое звучание, которое было бы ближе к стилю европейских танцевальных оркестров, таких как у Берта Камферта. И самое замечательное, что у Electric Monkey много винтажного оборудования. В то время мы покупали много оборудования, поэтому Ян следил за тем, чтобы мы не дублировали то, что уже было. Так что мы как бы объединили наши установки. Винс де Джорджио определенно написал около 90% текстов песен альбома. У Кара также были некоторые свои идеи для текстов. Дэвид вспоминал, с учетом ретро-стиля 50-х мы должны были быть осторожны, чтобы это не стало похоже на лаунж-музыку или фоновую музыку в медленном темпе, где есть хип-хоп бит, сэмпл 50-х, немного перкуссии и структура песни, которая никогда не заканчивается. Мы хотели держаться подальше от этого и сделать поп-пластинку. Все песни The Shocking Miss Emerald подкреплены танцевальной ритм-секцией, характеризующейся сильным пульсирующим басовым звуком. Неудивительно, что Дэвид и Ян потратили много времени и усилий на совершенствование движущего ритма. Басовые идеи обычно закладывались Дэвидом, используя подходящий синтезаторный звук, за которым следовали сессии записи в Electric Monkey с участием электробасиста и в некоторых случаях контрабаса. Дэвид вспоминал, мы также использовали старый трюк аранжировщиков из 50-х годов. Контрабасу часто не хватает атаки и высоких частот, поэтому его дублировали виолончелью.
Басовые партии записывались 8 микрофонами одновременно, рассказывал Ян. Мы хотели, чтобы каждая песня имела свой собственный звук, поэтому у нас было несколько разных микрофонов близко, несколько немного подальше, и мы записывали все за один проход. Так что при сведении я мог выбрать, какую комбинацию микрофонов я хочу для каждого трека. То же самое касается всего, что мы записывали. Например, если вы посмотрите на трек ударных для большинства песен, там есть 3 живых сессии, множество слоев, нарезанные брейкбиты и дополнительная перкуссия, сэмплированные и записанные во время разных сессий. В одном треке 8 разных слоев бас-барабана. Особым оружием команды были старые ленточные микрофоны. Они придавали всему действительно старомодный вид и не имели высоких частот, которые в данном случае были не нужны. Как и в случае с записями инструментов, вокал Кара одновременно записывался с помощью нескольких различных микрофонов и предусилителей, все из которых менялись от сессии к сессии. Было 2 основные цепи, которые использовались большую часть времени. Что касается слоев бэк-вокала, то по воспоминаниям Яна, к примеру, в песне Tangled Up их было больше всего, около 8. Но в большинстве песен есть только 1 или 2 дополнительных слоя на гармоническую часть. Окончательные миксы были сделаны Яном в его производственной комнате в Electric Monkey, хотя для формирования отдельных звуков во время производства использовалось множество аппаратных процессоров. Привлечение оркестра из 48 человек и музыкантов биг-бенда дало продюсерам большую библиотеку сэмплов для работы. Ян объяснял, в оркестре было задействовано много людей, но мы также попытались привлечь некоторых людей из концертной группы. Поэтому у нас было 2 диджея, 4 пианиста, 2 басиста, 3 или 4 барабанщика. Таким образом, у вас есть разные элементы, и это как большая кухня со множеством ингредиентов. Стремясь продвинуться дальше в своем продюсировании, Дэвид Шрерос и Ян Ван Виринген решили потратить часть гонораров, которые они заработали на первом альбоме Кара Эмеральд, на запись оркестровых сессий в лондонской студии Эбби Роуд, наняв Жюля Бакли для аранжировок струнных и духовых инструментов большого оркестра. Мы пошли туда за день до сессии и объяснили инженерам, что нам нужен окрашенный звук, рассказывал Ян. Дэвид и Ян стремились придать своим записям как можно больше красок и настояли на использовании винтажного лампового микшера Red 17. The Shocking Miss Emerald – это скорее концептуальный альбом. Альбом рассказывает историю знаменитостей эпохи джаза, где одинокий светский распутный человек все свое время проводит в выпивках и вечеринках. Альбом начинается коротким 39-секундным вступлением. И хотя начальная часть может быть быстротечной, она мгновенно создает ощущение кинематографа на пластинке, благодаря загадочной оркестровой аранжировке перед остроумной песней «One Day», с соблазнительной валторной секцией и речевыми фрагментами. В треке «Coming Back as a Man» Кара проводит слушателей сквозь забавную поэму об изменении ролей, применяя разные наряды и принимая мужской образ, для того, чтобы окончательный разворот, как говорит Кара, смог спрятаться за усами Эрла Флина. Непринужденный темп трека контрастирует со следующим Tangled Up, поскольку нам предлагается одна из самых перспективных записей. Этот трек является ведущим синглом на пластинке, а его разнообразные ингредиенты, в частности скретч, мягкий, но тонкий гитарный риф и дерзкая танго, освещают пластинку своим важным дружественным радиокачеством. Вдохновленная танго, песня Tangled Up была написана совместно с постоянным соавтором Робби Уильямса Гаем Чемберсом. Песня была выпущена как сингл, и, как говорила Кара, она является идеальным дегустатором альбома. Кстати, в песне Tangled Up можно услышать бандонеониста Карла Крайенхофа, который играл на свадьбе наследного принца Вильяма Александра и принцессы Максимы. На всякий случай уточню, бандонеон – это немецкий музыкальный инструмент из семейства ручных гармоник, сконструированный в Германии позапрошлом веке Генрихом Бандом, от фамилии своего создателя и названия инструмента. В конце 19 века инструмент был завезен в Уругвай и Аргентину, и он прочно вошел в состав танго-оркестров. Но вернемся к альбому. Следующий трек «Completely» – это причудливый хит саурой биг-бенда с наполнением фортепианной игрой и фантастическим соло в алторной секции. Драматичная песня «I Belong to You» напоминает тему из кинофильма о Джеймсе Бонде «The World Is Not Enough» группы Garbage. Трек «The Maestro» выполняется в том же духе, что и Tangled Up, и дополняется серией прекрасно поставленных гармоний.
Кара Эмеральд рассказывала: в некоторых песнях, которые мы записывали в студии Abbey Road, присутствует оркестр. Это очень четкая звуковая разница. Это делает все более грандиозным, но в то же время временами более интимным. Веселая песня Liquid Lunch – это поучительная история о том, как день, проведенный с девчонками, может закончиться чудовищным похмельем на следующий день. Все музыканты, принимавшие участие в записи альбома, продемонстрировали высокий класс игры. Подтверждение этому отличное соло гитариста Вигера Хугендорпа в треке Liquid Lunch. В треке Excuse My French Кара поет об Эроле Флине и Гудини. Среди кларнета и фортепиано песни Пэрис Кара – бессердечная модель. Надо отметить, что Кара Эмеральд не является сторонником того, чтобы в своих песнях слишком откровенно рассказывать о своей личной жизни. «Мне не нравится буквальное, скорее метафорическое», – говорит певица о текстах второго альбома The Shocking Miss Emerald. «До сих пор я всегда очень защищала свою личную жизнь». Певица объяснила: «Предположим, вы Адель, и что вы изливаете свою душу в своих песнях. Тогда от вас и будут этого ждать. Я просто этого не хочу». Песня My Two Cents предоставляет альбому еще одну заразительную основу, поскольку она может похвастаться запоминающейся мелодией, желанной для радио. В песне скрипка и труба в стильной электропоп-аранжировке. Далее следует неторопливая ритмичная стильная песня The Wonderful in You. О работе над песенным материалом второго студийного альбома Кара вспоминала: «Во время записи первого альбома я вообще не осмеливалась ничего говорить. Я боялась, что все просто сочтут это полным дерьмом, поэтому мне пришлось многое пережить. Но сейчас я сказала себе: давай, у тебя появился чертов шанс, так что сделай с ним что-нибудь». Во время написания я поняла, что осмелюсь внести гораздо больше. От мелодий к текстам, от аранжировок к настоящей основе песни. Теперь я стала более уверенной в себе как певица. Иногда было трудно добиться от себя лучшего, и мне действительно приходилось копать глубже. Но в конце концов этот поиск окупался. От себя скажу, что я полюбил этот альбом и слушаю его с удовольствием. Эти песни и музыка вне времени, они всегда найдут своего слушателя. Кара Эмеральд отметила: «Но сейчас меня взвешивает так, как если бы я была звездой уровня Мадонны. Я не думаю, что это совсем справедливо. Я записала только один альбом и по сути все еще новичок. Я чувствую давление, я потеряла обаяние милой дебютантки. Я всегда была очень чувствительна к ожиданиям других людей. Мои всегда были неоправданно высокими. Я абсолютный перфекционист, и одна фальшивая нота могла сбить меня с толку». По поводу выхода ее второго студийного альбома Кара как-то сказала: «Пока я просто рада, что новые задачи продолжаются, и я еще не закончила учиться. Я особенно надеюсь, что людям, которые купят альбом, он действительно понравится. И если это не так, то, конечно, еще есть над чем поразмыслить. Я не кардиохирург, я просто пою. Мы не спасаем жизни». Впоследствии певица Кара Эмеральд разместила на своем сайте бесплатный мини-альбом. Он называется Acoustic Sessions, и его можно было скачать бесплатно. Мини-альбом состоит из 6 песен ее второго студийного альбома, но исполненных акустически. На сайте также размещены 2 видеоролика, снятые во время записи Acoustic Sessions. В марте 2014 года Кара и ее парень Рик Катвейк впервые стали родителями, у них родилась дочь. Вторую дочь Каролайна родила в августе 2017 года. Как-то Кара Эмеральд сказала: «Теперь, когда я становлюсь старшей и стала матерью, я все больше понимаю, что буквально означает свобода. Свободу нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Я считаю своим долгом наслаждаться свободой каждый день. Я всегда так поступала. Свобода – это самое важное, что может быть у человека». В апреле 2015 года Эмеральд выпустила сингл «Quicksand».